Соединенные Штаты бомбят Иран с новой силой. 2 часа непрерывных ударов по южному побережью, десятки целей, включая штабы КСИР. Тегеран обещает наказать США. Иран впервые за всю войну ударил по Египту. Горят 2 танкера в порту Дамьетта на Средиземном море. Россия за ночь выпустила по Украине 358 ракет и дронов. Во Львове срезала этажи жилого дома. Российская ракета взорвалась в Польше. Воронка 10 метров, до жилых домов 2 километра. Туск призывает срочно передать Украине ракеты для Патриот. Украинские дроны долетели до Пензы. Горят порты и склады Wildberries от Тамани до Удмуртии. Павла Дурова в России объявили террористом. Основатель Telegram ответил российской прокуратуре фотографией с исчерпывающим, понятным жестом. А в Сычуане впервые сняли гигантскую панду на высоте 4000 метров. Там нет бамбука, зато есть большие котики, снежные барсы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Россия за одну ночь запустила по Украине 358 ракет и беспилотников. В поселке Радушное под Кривым Рогом баллистическая ракета «Искандер-М» прямым попаданием уничтожила дом многодетной семьи. Погибли 6, 3 взрослых и 3 детей, 6-летняя девочка и мальчики, 11 и 17 лет. Еще 8 человек ранены. 84-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. В Киеве российские ракеты ударили по рынку возле станции метро, по Чайно и гаражному кооперативу в Святошинском районе. Погиб 31-летний мужчина, еще 2 жителей ранены. Горели торговые павильоны, гаражи и автомобили. В селе Скибин Киевской области частично разрушен 2-этажный дом, повреждены еще 2. 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения. 3 спасателей извлекли из-под завалов. В Полтавской области беспилотники атаковали склады частного предприятия и терминал Новой почты. 1 человек погиб. Всего Россия применила 284 беспилотника. 4 ракеты «Циркон» или «Оникс», 9 баллистических ракет и 61 крылатую Х-100, 1,2 калибр. Силы обороны уничтожили или подавили 265 дронов и 55 ракет. Из 9 баллистических целей удалось перехватить только 1. Попадания ракет и беспилотников зафиксированы в 20 местах. Россия утром в четверг нанесла ракетный удар по жилым кварталам Львова. 2 крылатые ракеты попали в многоэтажные дома на улицах Паттона и Виговского. В одном здании срезаны несколько этажей, в другом внутри застряла неразорвавшаяся боевая часть весом около 400 килограммов. Ее обезвредили саперы. В 4:45, судя по всему, произошло прямое попадание ракеты. Этажи здания срезаны. Продолжается операция по спасению людей. Раненых много, более 20 человек. Всего поврежден примерно 21 жилой дом, а также множество других объектов, в том числе 2 детских сада и школа. Ситуация очень сложная. Огромная благодарность всем спасателям и всем, кто помогает. Жители города также участвуют в разборе завалов. Будем надеяться, что всех удастся спасти. Пострадали по меньшей мере 34 человека. Среди них 3 детей, сотрудник ГСЧС и полицейский. Самый старший пострадавший – 93 года. 6-летний мальчик госпитализирован с переломами. 13 человек остаются в больницах, 1 пациент находится в тяжелом состоянии. Из-под завалов 5-этажного дома спасатели извлекли 9 человек. Еще одну пожилую женщину деблокировали утром. Из соседнего подъезда вынесли мужчину на колесном кресле. Лестницу завалило, для эвакуации жильцов использовали подъемный кран. 2 человека все еще считаются пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается. Всего во Львове поврежден 21 жилой дом, 2 детских сада, школа, коммерческие помещения и автомобили. Пожары после попаданий потушены. Улицу Паттона перекрыли, маршруты автобусов и троллейбусов временно изменили. Рядом с разрушенными домами открыли мобильные административные пункты, где жители могут оформить утраченные документы и подать заявление о повреждении имущества. Российская крылатая ракета взорвалась на территории Польши во время массированного удара по Украине. По предварительной оценке польских властей, это была Х-101. Окончательный тип должны установить после исследования обломков. Ракета пересекла границу около 3:40 ночи и двигалась на запад. Польские радары сопровождали ее 6 минут, после чего объект исчез с экранов. Для перехвата подняли истребитель F-16, а к месту последней отметки направили вертолет Ми-24. Ракета упала в поле возле села Тарнава-Колония Люблинского воеводства, примерно в 2 километрах от жилых домов. Камера наблюдения записала яркую вспышку и мощный взрыв. На месте образовалась воронка диаметром около 10 метров. Вокруг разбросаны фрагменты корпуса. Погибших, пострадавших и повреждений зданий нет. Я то и дело слышала самолеты. Еще до сирены пролетел 1 самолет. Вскоре 2, а затем они стали лететь один за другим.
Я подумала, что-то происходит. Что случилось? Ведь обычно самолеты здесь так часто не летают. Я все время стояла на балконе, потому что не понимала, что происходит. Машины с сиренами ехали одна за другой. Да, мы действительно испугались. Страшно, потому что в нынешние времена человек не знает, что происходит. А вы далеко отсюда живете? В 8 километрах отсюда. И там тоже было так громко? Да, да. Сильно гремело. С чем его можно сравнить? Как будто самолет пролетал прямо над жилыми домами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, оснований считать Польшу намеченной целью нет. По его словам, военные были готовы уничтожить ракету, если бы она продолжила полет и создала угрозу населенным пунктам. Украинские истребители отслеживали ракеты, направлявшиеся к польской границе, и пытались уничтожить их вплоть до самой границы с Польшей. Нет никаких оснований полагать, что целью была Польша. Однако два из этих объектов нарушили воздушное пространство страны. По крайней мере, один, совершенно точно, поскольку мы обнаружили его следы. После моего разговора с Зеленским ситуация выглядит достаточно очевидной. Ближайшие 100 дней могут определить исход этой войны. Украина действительно уничтожает российские объекты, поскольку находится в состоянии войны с Россией. В наших интересах поддерживать ее в этих действиях, разумеется, учитывая собственные потребности, и делая это таким образом, чтобы укреплять нашу безопасность. После этого происшествия я, как ни парадоксально, намерен вместе с господином премьер-министром рассмотреть вопрос о максимально быстром предоставлении Украине дальнейшей помощи, в том числе дополнительных комплексов Patriot, если в этом возникнет необходимость. Наша цель — не допустить поражения Украины в этой войне. По оценке военных специалистов, подавляющее большинство следов, включая найденные фрагменты, указывает на российскую ракету Х-101. Это крылатая ракета, способная нести боевую часть. Кроме того, весьма вероятно, что здесь произошел взрыв. Размер воронки около 10 метров в диаметре и до 5 метров, а возможно и больше, в глубину, показывает, что происшествие было очень серьезным. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, к польскому воздушному пространству приближались более 20 российских целей, однако границу, по уточненным данным, нарушила одна. Во время тревоги были задействованы 2 польских F-16, самолет-заправщик НАТО Airbus А-330, самолет дальнего радиолокационного обнаружения СААП-340 и вертолет Ми-24. Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе обсудил происшествие с начальником Генерального штаба Польши. Альянс заявил, что примет все необходимые меры для защиты своей территории. Вопросы вызывает работа наземных служб. Журналисты Polsat News прибыли к воронке в 5:55 утра и смогли подойти к обломкам. Военная жандармерия появилась только после 7, более чем через 3 часа после взрыва. Наша корреспондентка Ева Паюра сегодня первой прибыла на место. Ева, еще раз добрый день. Повторю и буду повторять. Первый, потому что ты оказалась там раньше части экстренных служб, и мы до сих пор не можем этого понять. Что происходило, когда ты приехала, и как ситуация выглядит сейчас? Уточним. Когда мы получили от местных жителей сообщение о том, что здесь что-то произошло, мы отправились на место. Когда мы прибыли, примерно в полукилометре отсюда, возле воронки. На расстоянии около от 100 до 200 метров находились несколько полицейских, сотрудников государственной пожарной службы и пожарных добровольцев. Мы могли беспрепятственно снимать воронку. Мы также видели разбросанные обломки неопознанного объекта, который здесь упал. В качестве меры предосторожности пожарные попросили нас не приближаться к этим фрагментам и не прикасаться к ним. Военная полиция прибыла на место только около 7 утра. Тогда нам приказали отойти примерно на полкилометра. Здесь мы и остаемся сейчас. Жители также жаловались на недостаток информации. МВД Польши утверждает, что критическая фаза продолжалась 13 минут, и в это время были включены сирены. Я в восторге от вашей программы, потому что наконец-то появилась передача, в которой жалуюсь не только я. Теперь выясняется, что вы подняли все вопросы, о которых я говорил уже почти 3 года. То, что вы рассказываете, действительно замечательно. Для меня это какое-то безумие. Военная полиция появилась на месте только в 7 утра. А я узнал об этом случае уже в 3 часа. Мне позвонили из Polsat. Так что, поверьте, я удивлен. Это действительно здорово, и я искренне благодарен вам за эту работу. Потому что раньше именно я постоянно говорил, что все идет не так. Во-первых, людей не информируют.
Во-вторых, им не объясняют, что нужно делать. И теперь все это выходит наружу. Надеюсь, наконец кто-нибудь одумается и начнет действовать как положено, потому что людей в очередной раз фактически бросили на произвол судьбы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше помощь в расследовании инцидента с российской ракетой. Украинские истребители сопровождали российские ракеты до самой границы и пытались их уничтожить. Ночью российская крылатая ракета Х-100-1, задействованная в массированном ударе по Украине, залетела на территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО. Это еще одно наглядное подтверждение того, что усиление украинской противовоздушной обороны необходимо уже сейчас. Оно служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества. Всего Россия направила на Украину 74 ракеты, многие из которых были баллистическими, и сотни беспилотников. Военный преступник Путин продолжает войну против женщин и детей. Террор Путина ясно показывает, насколько срочно необходимо укрепить противобаллистическую защиту Украины и всей Европы. Все решения о передаче Украине дополнительных средств противовоздушной обороны должны приниматься без промедления, а договоренности о дополнительных ракетах-перехватчиках выполняться как можно быстрее. Залет российской ракеты на территорию Польши также напоминает. Для наших двух стран нет ничего важнее противодействия общему многовековому врагу, представляющему прямую угрозу обоим нашим народам. Во время этой жестокой войны все остальные разногласия необходимо отложить. Нашим главным приоритетом должна оставаться общая безопасность. Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки. Мы призываем к решительной международной реакции, увеличению поддержки Украины и усилению давления на агрессора. Цена продолжения этой войны для Путина должна значительно превышать цену ее прекращения. Украинские беспилотники одновременно атаковали российские нефтяные и логистические объекты. От Тамани до Пензы и Удмуртии. Самый крупный пожар начался в поселке Преображное под Пензой. 15 дронов достигли одного из крупнейших складов Wildberries в Поволжье. Огонь охватил 62 тысячи квадратных метров. Примерно треть комплекса. Эвакуированы 226 работников. 4 получили травмы. Для тушения направили 2 пожарных поезда. Жителей Пензы попросили закрыть окна из-за дыма. Еще один логистический центр Wildberries загорелся в Сарапуле. Сотрудников вывели заранее, пострадавших нет. Компания остановила работу склада и перенаправила поставки на другие площадки. Всего с 18 июля ударом подверглись уже около десятка объектов крупнейшего российского маркетплейса. На побережье Краснодарского края беспилотники атаковали порт Тамань. Пожар возник на территории нефтегазового терминала возле поселка Волна. Повреждена портовая инфраструктура. Пострадали 4 сотрудников, 3 госпитализировали. На опубликованных очевидцами кадрах виден огонь в районе резервуаров. В Пермском крае после взрывов также появился крупный пожар. Телеграм-каналы первоначально сообщили об ударе по еще одному складу Wildberries. Однако компания это опровергла. Пермский сортировочный центр работает штатно. Не исключается повторная атака на Пермский нефтеперерабатывающий завод, пораженный накануне. США после нескольких дней паузы возобновили массированные удары по Ирану. Операция продолжалась 2 часа. С 3:30 до 5:30 утра по иранскому времени. Центральное командование США заявило о поражении десятков объектов корпуса стражей исламской революции и назвало атаку мощным ответом на попытку удара по американским войскам. Президент Дональд Трамп перед операцией заявил: «Теперь очередь Вашингтона бить по Ирану». Силы Центрального командования поразили десятки объектов корпуса стражей исламской революции на территории Ирана, включая центры военного управления, ракетные объекты и объекты беспилотной авиации, пункты берегового наблюдения и обороны, а также военно-морские средства. Целью ударов было дальнейшее ослабление угроз, которые Иран и поддерживаемые им силы представляют для американских войск, коммерческого судоходства и соседних государств Персидского залива. 28 июля силы корпуса стражей исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет, предприняв попытку внезапной атаки на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены. В настоящее время на Ближнем Востоке размещены более 50 тысяч американских военнослужащих. Они сохраняют повышенную бдительность, сосредоточенность и полную боевую готовность. Главное направление удара – южное побережье Ирана вдоль Персидского и Оманского заливов. В провинции Хормазган взрывы прогремели в порту Бендер-Аббас на островах Киш и Кежм. Это ключевой район. Бендер-Аббас – главная база иранского флота, а Кешм расположен непосредственно в Ормузском проливе, где Иран разместил ракеты, радары и подразделения морских сил КСИР. На Кешме удар пришелся и по жилому дому в районе Чахтанга. Иранские государственные СМИ сначала сообщили, что спасатели извлекли из-под обломков 2 детей и разыскивают еще 3 членов семьи. Позднее власти заявили, погибли супруги и их 2-летний ребенок. 2 других детей госпитализированы. Соединенные Штаты гибель мирных жителей пока не комментировали.
Одновременно атаки зафиксированы на юго-западе страны. В провинции Хузестан власти сообщили об ударах в районах Ахваза, Абадана, Шадыгана и Арван-Кинара. Это промышленный и нефтяной пояс у границы с Ираком, в котором находятся военные базы, порты и энергетические объекты. В провинции Бушер атакованы Бушер, Джем и Хормадж. Рядом с Бушером расположена единственная действующая иранская атомная электростанция. Однако подтверждения удара непосредственно по АЭС нет. Ядерные и нефтяные объекты Центральное командование США среди целей этой операции не называло. Поступали также сообщения о взрывах в районе Козеруна. Это первый прямой американский удар по территории Ирана за несколько дней. Несмотря на новую атаку, МИД Пакистана утверждает, контакты США и Ирана продолжаются. Посредники пытаются вернуть стороны к июньским договоренностям. Однако после двухчасовой бомбардировки перспектива быстрого прекращения войны стала еще менее определенной. Иран нанес удар по зданию китайской компании на севере Кувейта. По данным кувейтской армии, погиб один сотрудник, сооружению причинен значительный ущерб. Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Сауд Абдель-Азиз Аль-Отайби сообщил, что в результате подлой иранской атаки было поражено здание, принадлежащее одной из китайских компаний на севере страны. Один рабочий погиб, зданию причинен значительный материальный ущерб. Иордания минувшей ночью перехватила 5 иранских ракет. Там обошлось без жертв. Корпус стражи Исламской революции Ирана пригрозил жестким ответом странам, помогающим Соединенным Штатам. КСИР добавил, что Ормузский пролив останется закрытым, пока продолжаются высокомерные заявления и угрозы американских должностных лиц, а также их вмешательство в движение судов в регионе. В заявлении КСИР говорится, минувшей ночью 2 нефтяных танкера, подстрекаемые американской авиацией, намеревались покинуть безопасный судоходный коридор к югу от Ормузского пролива. После того, как на одном из них вспыхнул крупный пожар, оба судна быстро повернули назад. КСИР заявил, Ормузский пролив — это наша территория, и отважные военно-морские силы КСИР способны его контролировать. Они не позволят чужеземцу, прибывшему за тысячи километров, вмешиваться. С помощью всемогущего Бога агрессор будет наказан уже сегодня. КСИР предупредил, что страны, помогающие агрессору, получат жесткий ответ, если не изменят свое поведение. Корпус стражей Исламской революции подчеркнул, Ормузский пролив не может быть открыт, пока продолжаются высокомерные заявления и угрозы американских должностных лиц, а также их вмешательство в движение судов в регионе. Угрозы и вмешательства лишь сделают ситуацию более трудной и сложной. Иран оставит Ормузский пролив закрытым, пока США не покинут регион Персидского залива. Об этом заявил корпус стражей Исламской революции через несколько часов после американских ударов по десяткам его объектов. В КСИР утверждают, что полностью контролируют пролив и не позволят силам, прибывшим за тысячи километров, диктовать правила судоходства. По версии иранских военных, ночью 2 нефтяных танкера при поддержке американской авиации попытались покинуть установленный Ираном безопасный коридор. После пожара на одном из судов оба повернули обратно. КСИР пригрозил наказать Соединенные Штаты уже сегодня. Государствам, помогающим США, обещан жесткий ответ, если они не изменят свое поведение. Иран впервые за время войны атаковал Египет. Беспилотник ударил по газовому терминалу в Средиземноморском порту Дамьета. Египетское правительство подтвердило причину пожара, однако официально виновника пока не назвало. Иранские источники заявили, целью было показать, что Тегеран способен нарушить поставки энергоносителей далеко за пределами Персидского залива. Удар пришелся в правый борт плавучего хранилища сжиженного газа Энергос Уинтер, принадлежащего американской компании. Судно вмещает более 138 тысяч кубометров газа и обеспечивает его регазификацию для египетской энергетической системы. Во время разгрузки огонь перекинулся на находившийся рядом газовоз «Газлок Салем». Экипажи эвакуировали, погибших и пострадавших нет. Пожар потушили, оба поврежденных судна вывели за пределы гавани. Работа газового терминала нарушена, но администрация порта утверждает, что остальные причалы и логистические службы действуют без перебоев. Ни Иран, ни связанные с ним группировки официально ответственность не взяли. Египет выясняет, откуда был запущен аппарат. Это первая иранская атака на египетской территории с начала войны и первое распространение ударов на энергетическую инфраструктуру Средиземноморья. А вот как на возобновление американских бомбардировок реагируют иранцы по версии Государственного агентства пропаганды на зарубежные страны ВАНа? Его служащие, по сложившейся традиции, опросили на улицах Тегерана 2 жителей иранской столицы. На мой взгляд, цель Америки — ослабить государственный строй Исламской Республики и разрушить ось сопротивления в регионе. Я также слышал, что минувшей ночью или вчера, кажется, американцы, вероятно, атаковали и иракские формирования Хашд аш-Шааби.
К сожалению, мне также кажется, что руководство нашей страны проявляет чрезмерную слабость в ответ на атаки Америки и Израиля в регионе, в том числе против Ирана. Как представитель иранского народа и молодой иранец, я требую, чтобы власти не ограничивались осуждением, а наказали Америку и привлекли ее к ответственности, чтобы она больше не посягала на территорию нашей страны и не оскорбляла наш народ. Она должна понести наказание. Большой войны не произойдет. На мой взгляд, это война на истощение. Думаю, Трамп решил затянуть ее до тех пор, пока война не станет привычной для всего мира и обычных людей, как война между Израилем и Газой, которая также превратилась в войну на истощение. На 100% причина не в том, о чем говорит Трамп, не в спасении иранского народа. Нет, он действует ради собственной выгоды и выгоды своих союзников. Но я полностью согласен с тем, что Иран должен перехватить инициативу, чего он никогда не делал. Мы всегда ждали, пока они нападут первыми, и только после этого атаковали в ответ. Как гражданин, я хочу, чтобы мы сражались и не позволяли им совершать агрессию против нашей земли. Это возможно. Расширение конфликта может привести к мировой войне. И я вновь прогнозирую, что в будущем внутри Ирана произойдет еще одно восстание. ФСБ заочно обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму и начала процедуру международного розыска. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Российский розыск, однако, не означает автоматического ордера Интерпола или экстрадиции. Дело возбудили еще в феврале. ФСБ утверждает, что Telegram не удалял каналы, чаты и боты, через которые украинские спецслужбы якобы организовывали диверсии, убийства и кибератаки. Следственный комитет отдельно заявил о вербовке подростков через бот знакомств «Дайвинчик». Независимого подтверждения этих обвинений нет. Исчерпывающими ответом стали смена фотографий в аккаунте Дурова в Telegram и еще одно фото Дурова со средним пальцем, опубликованное официальным аккаунтом Telegram в соцсети X без единого слова. Тот же снимок предприниматель использовал в 2011 году во время борьбы за контроль над ВКонтакте. Ранее Дуров называл уголовное дело способом заставить Telegram передавать властям данные пользователей. Заместитель председателя Думского комитета Андрей Свинцов уже посоветовал россиянам не покупать Telegram Premium, внутреннюю валюту и токены ТОН. Вскоре платную подписку обнаружили у него самого. Депутат заявил, что ее могли подарить помощники. Тем временем Генпрокуратура России подала иск в Верховный суд о запрете Telegram и признании его экстремистским. Пока обвинение касается только Дурова, поэтому для пользователей ничего не меняется. Но признание Telegram запрещенной организацией может превратить в глазах российского режима оплату подписок и рекламы в мессенджере в финансирование экстремизма. Давление на Telegram усиливается перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Звонки заблокированы, работу Telegram замедляют. Пользователи переводят в подконтрольный властям Messenger Max. В Праге белым медведям устроили зиму посреди летней жары. В зоопарк привезли несколько тонн льда и наполнили бассейн холодной водой. Братья Грегор и Алеут получили возможность охладиться, покопаться в ледяной крошке и поиграть. Температура в чешской столице поднялась до 33 градусов, почти на 12 выше климатической нормы. Сотрудники зоопарка говорят, лед не только спасает животных от перегрева, но и заменяет привычные для них природные раздражители. А в китайской провинции Сычуань другую представительницу семейства медвежьих впервые обнаружили там, где ее совсем не ожидали. Инфракрасная камера сняла большую панду на высоте 4120 метров. Выше границы леса, среди заснеженных скал, где обитают снежные барсы и голубые бараны. Бамбука там нет, а обычно панды не поднимаются выше 3500 метров. Теперь ученым предстоит выяснить, зачем животное забралось в высокогорье, искало новую территорию, переходило между лесами или училось выживать в меняющемся климате.